На прошлой лекции мы говорили о поведенческих методах, оценивающих в основном память. Сегодня мы поговорим о методах, которые позволяют оценивать сигнальные и контекстуальные характеристики, подкрепления и эмоции. Фундаментальная роль сигнала и контекста как факторов внешней среды в организации поведения, она именно фундаментальная и исключительная, поскольку живые организмы высшие, включая человека, используют среди множества стимулов окружающей среды те значимые стимулы, которые приводят к какому-то полезному приспособительному результату. И одним из основных приемов для оценки сигнальных и контекстуальных характеристик являются простые и сложные дифференцировки. Современные методы исследования дифференцировок применяют с использованием компьютерных технологий, вот в частности модели touchscreen, когда животное касается какой-то части экрана, на которой изображен стимул, и один из этих стимулов является положительным, другой отрицательным. Положительный стимул ведет к получению подкрепления. Еще одна модель – это модель для оценки импульсивного поведения Five Choice Serial Reaction Time. Мы называем ее пятиместная дифференцировка, ниже я об этом расскажу. Очень важными моделями для оценки сигнально-контекстуальных характеристик, особенно которые используются для оценки психических расстройств и в первую очередь шизофрении, являются модели латентного торможения и pre-pulse inhibition, предимпульсивного торможения. Тоже мы остановимся на них ниже. Что такое дифференцировки или дискриминационное обучение? Это способность дискриминировать объекты во внешней среде и определять наиболее важные стимулы среди них. Как я уже говорил, эти способности являются наиболее важными компонентами активности, когнитивной активности мозга. Какие дифференцировки используются? Это зрительные дифференцировки, они основаны на различении формы, цвета, размера. Слуховые дифференцировки основаны на дискриминации тона, шумов разных. Ольфакторные, вкусовые и другие дифференцировки. Нужно сказать, что особенно большую роль и большое количество фактов были собраны в лаборатории более 100 лет назад Иваном Петровичем Павловым и его последователями. Слева внизу показан пример дифференцировки от развлечения двух светлых кругов, большого и малого. Здесь идет развлечение по размеру. Один круг с одного размера подкрепляется, круг другого размера не подкрепляется. Через какое-то время наступает дифференцировка, когда животное четко выделяет тот круг, который приводил к подкреплению, и не реагирует на тот круг, который не приводил к подкреплению. Справа другой пример дифференцировки. Это из моих собственных опытов, где мышь дифференцирует цвет. Здесь 3 канала. Входы закрыты пластинами разного цвета. Темная пластина и 2 белых пластинки. В конце чашечки, где находится подкрепление. Мышь очень быстро обучается дифференцировать цвета и входит в тот канал, через ту дверь, где эта черная пластина. И для этого совершенно немного, они очень быстро обучаются
различать цвета. Вот этот пример, который показывает, что в настоящее время не обязательно делать вот такие механистические, вот показанные вам только что примеры, а мышь или крыса могут делать то же самое, то есть дифференцировать совершенно разные стимулы по форме, по цвету и так далее на экране компьютера. Вот здесь пример, показаны два совершенно разных предмета, самолет, и здесь форма, ну, какого-то паука. И, скажем, животное обучается, нажимая на, скажем, если самолет приводит к подкреплению, то через какое-то количество предъявлений, проб, животное обучается нажимать именно на этот предмет и получать подкрепление. Вот здесь пример зрительной дифференцировки, пару стимулов с различными формами. Здесь совершенно разные формы этих двух стимулов. И при касании одного стимула это, значит, подкрепление предъявляется в виде пищевой таблетки, а касание какого-то другого стимула, одного из них, приводит к тому, что подкрепление не предъявляется, но наступает пропуск. Пропуск во времени. И спасибо. После того, как животное обучается дифференцировать одну из этих форм, после этого можно проводить обратную дифференцировку. То есть тот стимул, который был подкрепляющим, он станет уже не подкрепляющим, а тот стимул, который, наоборот, был не подкрепляющим, станет подкрепляющим. Вот в этом суть как раз обратного обучения, обратной дифференцировки. И, как правило, выполнение этой дифференцировки связано с функцией префронтальной коры. Ну, а как это на практике осуществляется? Используют режим с переменным интервалом. Это означает, что время между пробами, оно не фиксировано строго, а оно меняется вот от 10 до 40 секунд. Затем необходимо, чтобы животное там либо оно просунуло свою мордочку в специальное там окошко или в какую-то часть экрана, и после этого, значит, это как бы является стимулом к действию, к предъявлению подкрепления. Предъявляется либо условный положительный условный раздражитель, либо отрицательный условный раздражитель. Положительный условный раздражитель ведет к получению подкрепления, а отрицательный условный раздражитель при предъявлении отрицательного и стимул выключается и подкрепление не дается, наступает тайм-аут, то есть пропуск во времени. Вот эта процедура, как она осуществляется, процедура дифференцировки. Основное обучение, дело в том, что вот то, что я только что вам рассказал, это предъявляется либо один стимул, либо второй стимул, либо условный раздражитель положительный, либо условный раздражитель отрицательный. А в данном случае, когда начинается основное обучение, то есть начинается выработка основной дифференцировки, оба стимула предъявляются одновременно. И теперь касание вот конкретно уже условного стимула положительного ведет к подкреплению, а касание той формы, которая не приводит, или условный отрицательный раздражитель или стимул-объект, не приводит к подкреплению. То есть здесь уже конкретно идет дифференцировка, и предъявляются два стимула, и дифференцировка между этими двумя стимулами. Но на одной стороне экрана стимул одной и той же формы не может предъявляться
последовательно более 3 раз. Но это такие условия. И дифференцировка обычно наступает, вернее, не наступает, а исследует дифференцировку при использовании 100 проб. Обычно это продолжается 30 минут, и дифференцировка до 80% правильных реакций наблюдается в 5-6 сессиях. Вот я, по-моему, в прошлый раз так коротко касался такой процедуры. Она называется вот Trial Unique Non-Matching to Location Task. Используется как версия задержанного несоответствия по месту дифференцировки. В этом случае используется образец в каком-то месте. Вот, значит, вспыхивает вот одно из окошек. Это животное, мышь или крыса запоминает, в каком окошке загорелся свет. Затем в тестирующей пробе зажигается рядом еще одно окошко. И вот если животное выбирает то же самое, которое было в предшествии, в пробе образец, то оно подкрепление не получает. Если оно выбирает вот соседнее окошко, нажимает на него, то оно получает подкрепление. Вот смысл в том, что несоответствие с образцом не в том месте, где, значит, в образцовой пробе наблюдалось вот освещение этого окошка. Это вот non-matching to location, то есть несоответствие тому месту, которое наблюдалось в пробе с образцом. Ну, во время теста окошки могут быть очень удалены друг от друга, и это, конечно, легче задача для животных, чем когда они очень близко друг к другу. Вот. И надо сказать, что эти функции животное, не эти функции, а эти задачи животное очень хорошо решает. И наоборот, ну, с нормальным гиппокампом и плохо решает при дисфункциях, при повреждениях гиппокампа. Ну, еще одна форма дифференцировки intra-extra-dimensional set shift. Здесь используется для дифференцировки 2 измерения. Ну вот посмотрите, здесь, скажем, pink форма, pink, забыл, розовый цвет и белые линии. Здесь вы видите вот эти 2 линии, они разного цвета. И вначале задачу ставят таким образом, чтобы, ну, простая задача, чтобы дифференцировка происходила в пределах одного измерения, либо в пределах цветовых форм, либо в пределах вот этих белых форм. Позднее, когда уже задача решается, усложняются стимулы, и тогда используется комбинация. Например, белые линии накладываются на розовые формы, эти розовые фигурки. И здесь получается уже более сложная между разными измерениями дифференцировка. Это более сложная задача. Но то, что я вот говорил также очень коротко в прошлый раз, для оценки, еще одна форма дифференцировки, она используется для оценки импульсивного поведения. Это вот Five Choice Serial Reaction Time. Мы ее называем пятиместная дифференцировка. Ну, мы, так сказать, в лаборатории для наших публикаций, как пятиместная дифференцировка для более простого обозначения и понимания, что это такое. Значит, вот 5 кормушек, вернее, так, не 5 кормушек, а 5 окошек. В одном из окошек зажигается свет. Крыса или мышь с определенной задержкой должна подойти к тому окошку, сунуть мордочку в это окошко, вернуться к противоположной панели
и получить подкрепление из магазина. Вот. Эта методика, я уже говорил, она была впервые использована в Кембриджском университете Тревор Робинсом где-то лет 30-35 назад, в 80, по-моему, втором году, если мне память не изменяет. Значит, суть, вот если в общих чертах, вот в чем. Начинается проба, включается свет в одном из окошек. Вот, действует в течение секунды. После этого, значит, какая-то задержка, она может быть совершенно разной. И дальше животное действует, либо выбирает, подходит к правильному окошку и получает подкрепление, либо пропускает реакцию, ничего не совершает, и вслед за этим подкрепление не получает, а наступает пропуск, тайм-аут, пропуск во времени 5 секунд. Неправильный ответ, если это ошибка, если животное подходит к какому-то другому другому окошку, которое не было освещено, и вслед за этим опять следует 5-секундная задержка. Ну, то же самое сегодня проводят уже не на реальном, таком не механистически, а с помощью компьютерных технологий. Опять на экране, вот здесь вы видите 5 окошек, одно из окошек освещается, и животное должно выполнить точно так же, как и в случае механистическом случае, оно должно подойти, нажать к этому окошку, нажать на него, и если коснуться его, если оно совершает правильную реакцию, получает подкрепление. Если оно подходит к другому окошку, то наступает пропуск, подкрепление не получается. А если вообще не совершает действие, опять пропуск, и животное не получает подкрепление. Ну вот два метода, которые также используются для оценки психических расстройств и, в первую очередь, шизофрении. Это латентное торможение и предимпульсивное торможение. Ну, одним из типичных признаков острой шизофрении это является неспособность субъекта игнорировать несущественные стимулы. Это так называемое sensory motor gating. Ну, вот среди адекватных моделей вот обнаружить этот феномен, а именно неспособность субъекта игнорировать незначительные стимулы, является латентное торможение. Модель латентного торможения была использована впервые группой из Массачусетса, Соломон, вот и соавторы здесь показаны, и группой из Тель-Авива, Ирины Винер и соавторами. А в острой стадии шизофрении и в моделях на животных наблюдается дефицит латентного торможения. А теперь рассмотрим, что это такое, что такое латентное торможение. Процедура. Ну, животному вначале в первый день предоставляется 30 минут облизывание поилки и питье фактически. И так в течение 10 дней по 20 минут с доступом к воде, а потом это время уменьшается до 10 минут, и после этого уже в камере еще 45 минут животным предоставляется свободный доступ к воде. Не в камере, а в клетках, собственно, где они проживают. Вот это вот в течение 10 дней они привыкают пить из поилки. Вот сама процедура латентного торможения заключается в следующем. В день первый как бы используются две группы: pre-exposure, non-pre-exposure и non-pre-exposure. Что это такое? Животные получают в течение там какого-то времени 10 или 40 предъявлений тона, вот 5-секундного предъявления тона, вот с такими другими его характеристиками: 2,5 кГц, 15 дБ, выше 80-децибельного бэкграунда или фона, с одноминутным интервалом. То есть вот животное просто получает тон
его называют, эту фазу называют pre-exposed. Животное получает 10 презентаций тона или 40 презентаций тона. А другая группа ничего не получает. Ее тоже помещают в камеру, но тон не дают. Она просто находится в условиях этого контекста. Второй день – это фаза conditioning, фаза обусловливания. Животные помещают в клетки в эту камеру на 15 минут, и в этой камере они получают 2 предъявления тона с 5 или 10, на 5 или 10 минуте после помещения в камеру. После этого, значит, после сразу окончания тона дается, на окончание тона дается электрическое раздражение, фуд-шок 1 секунды длительности и продолжительностью 0,3-0,4 миллиампера. То есть по существу вырабатывается условный рефлекс, fear conditioning или такой условный оборонительный рефлекс классический. Ну, это получают обе группы. Те, которым предъявлялся тон в первый день, и тем, который тон не, по 10 и 40 раз, и тем, который не предъявлялся. Далее, день 3. Все животные получают, они опять это лик-тренинг, облизывание и питье из поилки, но чисто, так сказать, восстановление фона, который был у них до начала этих экспериментов. А вот день 4 уже происходит тестирование. Ну, как видите, тут непростая процедура, тут используется для ее выполнения несколько дней, но она очень, эта вся процедура очень отчетливая, и вот суть, сейчас я вам расскажу в чем. Во время тестирования, значит, облизывание подсчитываются электронно, тон предъявляется после 90 облизываний и продолжается до 100-го облизывания. Или максимально по времени 10 минут. Вот что мы получаем. Если теперь посмотреть, посмотрите на левый рисунок, здесь, значит, фаза преэкспозиции, преэкспоз группа, она получает 10 или 40 предъявлений тона. А здесь вторая группа, которая без экспозиции тоном, вот она только контекст действует. Затем фаза обусловливания, выработки условного рефлекса, когда условный и безусловный рефлекс сочетаются между собой, вырабатывается условная реакция страха. В обоих случаях у группы, которая получала предварительно в эту фазу тон, и группа, которая не получала тон. И здесь вот тестирование происходит. В том случае, когда, значит, предъявляется тон между 90-м и 100-м облизыванием и смотрится на тормозную реакцию. Вот в обоих случаях. Конечно, в том случае, когда... Да, главный вывод здесь, в том случае, когда крысам или мышам предъявлялся тон в фазу преэкспозиции, у них латентного торможения не было, а оно, скажем так, вот показывает эффект в этом случае, эффект латентного торможения, а другая группа, которая не получала преэкспозиции, у нее, естественно, очень сильная условно-рефлекторная реакция страха. То есть предварительное предъявление тона в фазу преэкспозиции приводило к тому, что условно-рефлекторная реакция страха у них значительно замедлялась. Вот в этом суть есть латентного торможения. Вот другая модель. Да, самое главное, нужно сказать, что вот шизофреники и при ряде психических расстройств просто у них латентного торможения по существу, вот у них они проявляют вот такую вот реакцию, в отличие от нормальных людей, у которых четко
проявляется латентное торможение. У шизофреников латентного торможения нет. Ну, это то же самое для оценки предимпульсное торможение. Также используется другая модель для оценки вот этих психических расстройств, в первую очередь шизофрении. Вот если вы даете один импульс, да, тут вот используется методика регистрации реакции испуга с помощью пьезоэлектрических датчиков. Животное помещает вот в такую вот, ну, полиэтиленовую трубу, и дальше дается дается импульс в виде сильного шума, вот, и в ответ на этот сильный шум возникает реакция испуга. Вот это как проявляется в виде ответа. Ну, там вздрагивание и соответствующая реакция. А вот если перед этим импульсом действует слабый импульс, вот он, маленький импульс, то реакция испуга не такая большая, как в том случае, когда действует один стимул. То есть если ему предшествует, тут имеет значение, конечно, какой интервал между слабым и сильным импульсом, какая интенсивность слабого импульса и так далее. Но суть вот как раз предимпульсивного торможения заключается в том, что если используется вот этот малый стимул перед основным, то реакция испуга значительно уменьшается. Вот это и есть суть предимпульсивного торможения. Вот шизофреники также не показывают такой эффект. Ну, теперь перейдем к методам оценки подкрепления. Я бы хотел в двух буквальных словах сказать вам о том, что в основе подкрепления сегодня уже хорошо известно, лежит активация мезолимбической и мезолимбико-фронтальной системы. Что сюда входит? Вентрально-тегментальная зона, прилежащее ядро. Нет, сейчас не вижу я его. Так, это вот вентрально-тегментальная зона, фронтальная кора и нуклеус аккумбенс, прилежащее ядро. Вот, так сказать, три основных структуры, которые представляют собой эту мезолимбическую подкрепляющую дофамин. Да, в основе ее лежит дофамин, дофаминергическая система, поскольку вентрально-тегментальная зона является источником вот происхождения этих дофаминергических нейронов, которые дают аксоны свои в прилежащее ядро, здесь первое переключение, и дальше из прилежащего ядра уже во фронтальную кору. Вот это, да, ну есть еще одна нигростриарная система дофаминергическая, но она связана больше не с подкреплением, а она связана с двигательными функциями. Ну, теперь перейдем. Основной метод для исследования подкрепляющих механизмов это исследование животных в скиннеровской камере. Камера Скиннера, вот она представляет из себя такой вид с педалью, сигнальные лампочки, которые используются в качестве условных раздражителей. Животное должно на сигнал нажать на педаль, и из специального магазина или диспенсера подается пищевая таблетка. Есть в камере Скиннера можно использовать как модели, связанные с позитивным подкреплением, так и с негативным. Вот вы видите здесь решетчатый пол, на который может подаваться электрический ток и исследоваться, соответственно, уже эффекты, связанные с негативным событием. Я не говорю негативным подкреплением, потому что подкрепление всегда бывает позитивным. Но события или раздражители, которые вызывают
можно сказать, как негативные раздражители, но не подкрепления. Теперь давайте посмотрим, какие существуют режимы подкрепления. Ну вот режимы постоянного подкрепления и режимы частичного подкрепления. Режим постоянного подкрепления – это когда каждое действие животного приводит к получению подкрепления. Режим частичного подкрепления – это когда не каждое действие, а только какое-то определенное действие приводит. Это может быть число нажатий, это может быть действия, связанные с разным интервалом. Вот здесь показано 4 основных таких подхода. Variable ratio, fixed ratio, variable interval and fixed interval. Вот рассмотрим в отдельности, что это означает. Fixed ratio schedule. В этом случае подкрепление дается после, скажем, 5 нажатий на педаль. Fixed ratio 10 означает, что только каждое 10-е нажатие на педаль приводит к подкреплению. То есть животное должно 9 раз нажать, и 10-й раз только приводит к подкреплению. Вот это режим фиксированных отношений, fixed ratio schedule. Другой режим – это режим фиксированных интервалов. В этом случае подкрепление дается через строго определенное время, например, через 5 минут. Fixed interval 5 or 10 minutes. Режим фиксированных интервалов в 5 или 10 минут. Количество реакций, действий уменьшается непосредственно после получения подкрепления. Ну, понятно, вот совершила оно 10, там, через 10 минут. Потом замедляется, и ближе ко времени, уже когда наступает следующее подкрепление, реакция учащается. Вот такие вот как бы впадины наблюдаются. Ну, это интервал вариабельный. Variable interval schedule заключается в том, что после здесь интервалы, они как бы меняются, они не строго постоянные. Скажем, после получения одного подкрепления действует интервал с одной длины, затем действует после следующего подкрепления интервал другой длины и так далее. То есть интервалы вариабельны по своей продолжительности. Этот метод variable interval schedules. И еще один метод для оценки подкрепления, the variable ratio schedule. Суть заключается в том, что фиксированные интервал начинается, скажем, fixed ratio 5, потом fixed ratio 10 и так далее. То есть не строго фиксированные отношения, не строго, скажем, выбранные уже за весь опыт, они в течение опыта могут изменяться. Есть еще один режим, он называется the Differential Reinforcement of Low Response Rate и DRL. Этот режим заключается в том, ну, например, вот режим 10, заключается в том, что животному предъявляется подкрепление при его активности с задержкой в 10 секунд. Если крыса действует, то есть нажимает, там, скажем, на педаль до 10 секунд, то подкрепление пропускается. И оно обязано ждать еще 10 секунд от начала вот этого пропуска при неправильной реакции. Вот этот режим называется DRL. Он довольно часто используется в литературе. В 1954 году Олдс и Милнер обнаружили феномен, который в дальнейшем получил название феномена самостимуляции. Суть его заключается в том, что в мозг в определенные структуры, ну, какие уже понятны вам, наверное, я уже говорил, это структуры мезолимбической, мезокортиколимбической структуры, вентрально-тегментальную зону, в прилежащее ядро, и по ходу проекций этих волокон нейронов дофаминергических, если вживлять туда электроды, а затем замкнуть электрическую цепь, скажем, если животное нажимает на педаль, то замыкается электрическая цепь, и животное получает в мозг пачку импульсов.
И вот в этом случае наблюдается очень интересная реакция. Животное, не переставая, продолжает, продолжает нажимать на педаль, и скорость нажатий и скорость, и число нажатий на педаль достигают очень большие значения. Бывает там 5-10 тысяч нажатий в час. При этом оно отказывается от всего, от пищи, от воды, делает небольшие перерывы, отходя от педали, и снова возвращается, снова начинается вот этот каскад нажатий, который продолжается частями. Ну, оно может продолжаться до тех пор, пока просто животное вообще теряет физические силы для продолжения этих действий. Дело в том, что эти зоны Олс назвал зонами удовольствия, и они были обнаружены и у человека. Ну, как человеку по этическим соображениям просто невозможно вживлять электрод, но при некоторых нейрохирургических операциях происходили ошибки, и вместо там, скажем, необходимого места, куда вживляли эти электроды, они оказывались в позитивно вот этих подкрепляющих зонах, и были случаи, когда, вот, кстати, случаи такие, что это вызывало такое удовольствие у пациентов, что был случай, что одна женщина просто настолько ей нравилась эта процедура, что она вообще просила, умоляла этого хирурга выйти за него замуж, настолько это было ей хорошо и приятно. Но дело в том, что наряду вот с такими положительно подкрепляющими зонами, чуть-чуть, если отойти в сторону, то есть структуры, которые вызывают, наоборот, негативные реакции. В этом случае также эмоционально они переносятся по-другому, но это по-другому, чем болевые реакции, но это очень серьезные негативные реакции. И если животному предоставить возможность через педальное нажатие выключить их, то оно очень быстро обучается выключать это отрицательное раздражение мозга. Сколько я говорю уже? Да, еще минут 20, наверное, не меньше. Ничего? Здесь вот я уже говорил, что такая картинка карикатурная, что выбрать, самостимуляцию мозга или там сладкий какой-то кусочек сыра или какую-то другую вкусную еду, то все равно животное выбирает самостимуляцию. Вообще Уоллс говорил, что стремление к самостимуляции напоминает больше стремление к вкусной пище, чем просто к пище. Это как нечто такое, мотивация такая, как получить какую-то очень вкусную, какую-то очень неординарную такую пищу. Другой метод для оценки подкрепления – это самовведение наркотических веществ. Крыса нажимает на педаль, вот здесь показано это. Причем самовведение может быть периферическое, и самовведение может быть прямо непосредственно в мозг. Крыса нажимает на педаль, в этот момент ведет к активации подкрепляющей системы с помощью этого наркотического вещества, создание позитивного эмоционального состояния, чувства удовольствия. И если инъекционная игла не попадает в зону подкрепления, то, конечно, животное отказывается от самой инъекции этого вещества. Это фактически оно впадает в состояние такого искусственной наркомании. Вот до сих пор речь шла о методах, которые используются для оценки позитивного подкрепления, но поговорим немножко о методах, основанных на негативных событиях. Это модели, которые изучают оборонительное поведение. Escape reaction, avoidance reaction, freezing. Модели, которые используют для изучения
тревожности и депрессии в экспериментах на животных. Ну, вот для исследования оборонительного поведения используется так называемая челночная камера. Она разделяется с помощью такой дверцы, приподнимающейся, или наоборот, так как в данном случае раздвигающейся, на две половины. Значит, вот так выглядит эта камера. Shuttlebox. А теперь, вот я говорил, что есть реакции escape, есть реакция avoidance. Escape – это когда животное получает хотя бы один импульс болевого электрического раздражения, электрокошного раздражения. И после того, как оно получает, оно перебегает на другую половину и избавляется от тока. А avoidance, когда действует условный сигнал, животное, не дожидаясь, пока оно получит электрокожное раздражение, перебегает на другую сторону. Вот в этом суть escape и avoidance. Escape, она избавляется, это реакция избавления, а avoidance – реакция избегания. Ну вот так даже смысловое, понятно, значение этих двух. Избавление, уже начав получать болевое раздражение, избегание, ничего не получив. Избегание бывает активное и пассивное. И оно бывает one-way и two-way avoidance. One-way avoidance, когда вы помещаете животное на одну половину, оно даете там условный сигнал, она, мышь или крыса, перебегает на другую половину, затем вы ее берете в другую камеру. Затем вторая проба, вы снова берете ее, помещаете в тот же самый отсек, снова даете сигнал, то есть животное перемещается из одного отсека в другой, и всегда только в одном направлении, это one-way avoidance. А two-way avoidance, когда животное может перемещаться то в одну, то в другую сторону. И в этом случае условный сигнал подается, значит, когда подается условный сигнал, независимо от того, где находится животное, через определенное время, это обычно 5 секунд, подается ток на решетку, и животное должно избежать либо справа налево, либо слева направо. Это вот реакция двухстороннего избегания. Пассивное избегание заключается в том, что это естественная способность грызунов избегать светлое пространство. Допустим, известно, что они долго не находятся в открытой части, в открытом секторе, и они перемещаются в закрытый сектор, и в этом закрытом секторе проводят большую часть времени. А вот это и есть пассивное избегание, избегание открытого пространства. Можно давать электрический ток в закрытом пространстве, вот как в этом случае. Тогда животное выходит, и на следующий день, через 24 часа, проверяют, так называемая реакция тестирования, проверяют, как быстро животное войдет, насколько оно помнит, что оно в этой зоне получало ток. И оно избегает и не входит. Это вот реакция пассивного избегания. Пассивное избегание, я сейчас не буду, я уже сказал об one-way, two-way avoidance. Разница в том, что это можете потом посмотреть, протокольная часть, как проводится опыт. Но суть в том, что one-way всегда идет движение, перебежка из одной стороны в другую. Two-way перебежка может быть в двух направлениях. Вот в этом суть. А это вот примеры, тоже я вам рассказывал уже о естественном избегании открытого, освещенного пространства. Это вот одна форма пассивного избегания. Есть еще так называемое step-through пассивное избегание, когда вот животное находится на платформе, и оно не сходит с нее. Как только оно сходит с этой платформы, здесь вы видите решетка металлическая, на нее подается, вот еще пример такой. Это step-through. Как только она сходит крыса с платформы, она получает это, другая форма пассивного избегания. Здесь тоже просто мало времени, сейчас мы не будем на этом останавливаться. Это протокол исполнения реакции избегания, вы потом можете это посмотреть сами. Так.
Вот перейдем теперь к моделям исследования депрессивно-подобного поведения, потому что депрессия – это состояние типичное, характерное для человека, и в последние годы это заболевание, оно настолько стало частым, и даже Всемирная организация здравоохранения считает, что через лет 10 депрессия займет первое место среди всех вообще существующих заболеваний. Настолько часто сегодня мы встречаемся с этим заболеванием. Ну, понятно, стрессы, массовые, огромные потоки информации и все, с чем мы встречаемся каждый день, конечно, ничего хорошего не сулит, и поэтому люди впадают в такое вот депрессивное состояние. Ну, на животных используют методы, которые каким-то образом имитируют депрессивное состояние. Естественно, животные, во-первых, они не могут никак передать свое состояние, как это делает человек. Во-вторых, депрессия есть 10 признаков, 10 по американской, специальная американская оценочная шкала психиатрическая, вот 10 признаков. Они считают, что если есть хотя бы 5 признаков, то это уже значит заболевание, связанное с шизофренией. И шизофрения, сказал, извините, депрессия. Какие, значит, тесты используются? Вот tail suspension тест. Животное вот так подвешивается за хвост, и примерно 10 сантиметров от пола, и в течение этого времени животное сопротивляется, пытается избавиться от такого положения и сопротивляется, делает всякие движения и так далее. И каждое животное тестируется только один раз. И очень важно, чтобы другие животные не видели, как оно пытается, значит, сопротивляться этому своему состоянию. Вот другой тест для исследования депрессии. Да, надо сказать, что там оценивают депрессию, не депрессию, а состояние вот, депрессивно-подобное, потому как долго сопротивляется. Чем дольше сопротивляется там, крыса или мышь, то, соответственно, менее депрессивно. Вот это другая модель вынужденного плавания, это фосфин-тест. Животное, крысу или мышь погружают в вот такой цилиндр с водой так, чтобы она ни хвостом, ни лапами своими не касалась пола цилиндра. Вот. Да, цилиндр этот обычно наполняется водой до 20 сантиметров, так, чтобы, вот, как я сказал, не было касаний никаких. Вот. И в первый день крысу помещают в цилиндр для знакомства, тест продолжается 15 минут, и регистрацию не ведут. А второй день, через 24 часа, это тест фамильяризации. Животное помещает в цилиндр, опять с водой, и уже проводят регистрацию. Опять что регистрируют? Сколько животное сопротивляется, оно продолжает плавать, пытается выкарабкаться, карабкается по стенкам, но чтобы не утонуть. Но в какой-то момент это состояние уже прекращается, наступает состояние неподвижности или иммобилизации. И вот как быстро наступает, чем дольше наступает состояние иммобилизации, тем больше оно сопротивляется, тем менее оно подвержено депрессии или менее депрессивно. Это вот тест вынужденного плавания. Здесь очень подробный протокол, я на нем останавливаться не буду, как проводит этот тест вынужденного плавания. Но только я забыл сказать, что во вторую пробу не 15 минут, не на 15 минут погружает животное, а только на 5 минут. С регистрацией времени сопротивления и латентный период до первой иммобилизации. Это вот основные, там есть и другие еще.
Еще один тест на депрессию – это тест предпочтений сахарозы. Вот. Он заключается в том, что депрессивно-подобные животные в состоянии таком депрессивно-подобном, оно отказывается, ну не отказывается, но пьет вкусовой раствор с сахаром не так активно, как это делают нормальные животные. Вот. Это еще один признак депрессии. Это если там был признак депрессии как бы отчаяние поведенческое, то despair, то в данном случае это ослабление подкрепляющих характеристик, ослабление эмоций, ослабление мотивации совершать что-то. И вот это как раз проявляется в том, что они пьют меньше этого сладкого раствора сахарозы по сравнению с контрольными животными. Ну, кажется, все. Спасибо вам за внимание. Если есть какие-то вопросы, я отвечу. Вот. Все, да, здесь у меня? Да. Не слышу. Конечно. Но вот они, да, вот этот стимул, который предварительно предъявляется, да, они игнорируют, они не воспринимают этот стимул. Хотя нормальный человек, он воспринимает. И поэтому, когда потом тестируется, да, совершенно верно, у него реакция уменьшается. А те, которые не получают этот стимул, у них реакция, наоборот, очень высокая. И вот поэтому это связано с дофамином, с активностью дофамина. У шизофреников обычно запредельное содержание дофамина. И поэтому используют для лечения, раньше использовали, сейчас используют другие препараты, но раньше галоперидол. Вот аналептики, которые снижают уровень дофамина, и когда используют галоперидол, то действительно латентное торможение как бы восстанавливается, и даже острая фаза шизофрении понижалась, уменьшалась. Это в те годы еще, когда сейчас, поскольку эффект очень сильный каталептический, когда животные просто занимает какую-то одну позу, очень трудно потом выходит с нее, то в настоящее время для шизофрении используют совершенно другие препараты уже второго, третьего поколения, четвертого поколения и так далее. Да, да. Что? Да, пожалуйста. А как мне с ней стыковаться? Добрый день. Добрый день. Да, прошу прощения, я никого, кроме вас, не слышу. У меня вот такой вопрос возник. Просто когда вы рассказывали про разные визуальные стимулы, да, и вы приводили пример самолета, силуэта самолета, Да, у меня возник вопрос. Иногда, значит, исследователи берут в качестве стимулов такие стимулы, как, например, силуэт птицы или звуки рычания льва, лаяния собаки, что-то такое, что, по их мнению, для маленьких животных или для грызунов является как бы стимулами естественных хищников. Да? То есть если резкий звук активирует аудиомоторный рефлекс, да, то тут они больше оперируют скорее к инстинктам. Вот. И у меня возникает вопрос, действительно ли такие стимулы релевантны, и какие могут возникать проблемы при их использовании? Спасибо. Да. Вы совершенно правы. В данном случае, да, в жизни, в природе это, конечно, существует, и есть инстинкты, есть стимулы, которые называют условные стимулы, есть стимулы, которые называют безусловные. Это совершенно, разная иерархия, что ли, я бы так сказал, инстинкты, безусловные стимулы и условные стимулы. Вот. Инстинкты, скажем, утята
очень строго выстраиваются за своей матерью, да, и следуют за. Это вот инстинкт, конечно, тут ничего не сделаешь. Но то, что вы сказали, что рычание там, там льва или каких-то животных, там, да, конечно, в природе, но, понимаете, это здесь очень трудно вот провести грань, где стимул имеет такой вот, хотя в последнее время все больше и больше, я, извините, свою мысль закончу, вот где генетически предопределено, где инстинктивное какое-то, значит, отношение, а где уже выработанное или приобретенное. И поэтому, ну, до совсем недавних времен, пока не была развита, ну, не то что развита, а сформирована целая наука, эпигенетика, то думали о том, что вот это в основном генетические влияния, а это в основном приобретенные влияния в связи с влиянием там, каких-то средовых стимулов. Но сегодня, вот благодаря развитию этой науки эпигенетики, ясно, что как бы геном и внешняя среда, они тесно связаны между собой, и что-то, ну вот как вы сказали, может приобретаться. Ну, рычание льва, оно будет актуально только тогда, когда есть сам лев. То есть вот когда есть активность, которая может запускать, конечно, генетически определенные уже реакции и вызывать соответствующее поведение. Вот. Ну, а что касается приобретенных всех форм, то мы начинали с этого. Ну, мы начинали с этого, я имею в виду, что большое число поведенческих лабораторий, особенно в прошлом, где-то в 60-х, 70-х годах прошлого века, исследовали механизмы организации поведения, приобретенного поведения на основе формирования связей между стимулами и SR reaction. Это торндайтовские отношения, павловские отношения. Ну, как в основном считается, что Павлов является, ну, как бы родоначальником классических условных рефлексов, а вот Скиннер позднее уже оперантное обусловление. После этого очень много схем различных, функциональные схемы Петра Кузьмича Анохина, другие схемы возникли о том, как вообще организуется поведение и как участвуют в организации этого поведения там стимулы, контекст и так далее. Вот сегодня то, что я вам сказал, я рассказывал, это я говорил в основном об моделях или методах, которые исследуют стимульно-концептуальные характеристики вот такого сложно организованного поведения, которое включает в себя разные совершенно узловые компоненты или категории поведенческого акта. Вот. Ну, вот так, наверное. А применительно, если я правильно ваш вопрос понял, то вот, наверное, инстинкт, безусловные и условные рефлексы – это как бы иерархические три совершенно связанных, но три разных ну, этапа, что ли, эволюционных поведений. Окей? Да, спасибо. Ну, тогда у меня другой вопрос, если позволите, если можно. Да, конечно. То есть получается, что лабораторные животные и дикие животные, они все-таки это два разных исследуемых объекта, потому что все-таки лабораторные животные довольно долго содержатся в закрытых популяциях, и получается их эпигенетика и даже генетика, она может достаточно сильно отличаться. И здесь работать с инстинктами очень чревато. Да, вы же сами изучаете влияние обогащенной среды, и вы знаете, насколько влияет обогащенная среда, меняет поведение, изменяет реакцию этого животного
на многие вещи. То есть вот в диких условиях, конечно, совершенно другие и отношения, и, так сказать, формы приспособления животных и так далее. Конечно, эта среда оказывает очень важное, очень существенное значение на, не только на поведение, на реакцию животного, на сосуществование с другими особами того же вида и разных видов, конечно. Да, Тогда можно еще один? вы правы, что жизнь в диких условиях и жизнь прирученных животных в домашних условиях – это не одно и то же. Я даже не знаю, может быть, можно так сделать. Ну, собаки и волки это имеют, наверное, одного общего предка, но разве их можно сравнивать между собой, как-то их поведение? Тогда можно вот последний вопрос, правда, он Пожалуйста. мне крайне интересен. Тогда с точки зрения исследователя, какое животное нам более интересно, и если перекладывать дальше эти знания, ну, Я применять их к понял. людям, Вопрос я какие из понял. них? Да, дикие или Да, я лабораторные? понял. Спасибо. Для нас, вот, для физиологов, конечно, мы по лесам не бегаем, и мы, так сказать, по полям не бегаем и не исследуем. Этим занимаются этологи. Есть специальная наука, этология, которая есть специалисты этого профиля, есть вот этологические конференции, Надя, собирают, ну, я участвовал на 2 конференциях по 5-6 тысяч человек. Этологи собирают такие конференции. Да, вот они исследуют животных в условиях такой вот естественной природы, их поведения, как организацию взаимоотношений и все прочее. Но мы, как я уже сказал, по лесам не ходим и не наблюдаем. Мы смотрим в лабораторных условиях, поэтому, конечно, наши животные другие. Они, ну, хотя мы можем, и мы это делаем, мы можем менять условия жизни для них, исследовать влияние, но это все равно лабораторные условия. Мы можем менять их условия жизни, вот как я сказал, давать им обогащенную среду, держать их в изоляции, проводить другие манипуляции с ними. Но это все равно лабораторные условия. Это не в естественных природных условиях анализа и исследования. Да, я думаю, что каждый должен заниматься своим делом. Нам интересны больше лабораторные животные. Да, я ответил на вопрос ваш? Да, спасибо большое. М? На одной конференции мне кто-то говорил, что в экспериментах Олса и Милнера доводили себя до истощения, нажимая на кнопку только крысы-одиночки, а крысы, которые жили в семье, в какой-то момент переставали себя стимулировать. То есть принадлежность к группе и, возможно, социальные связи сподвигали их не подсаживаться на такую иглу. Ага. Вы что-то об этом слышали или это байка? Я думаю, это байка, скорее всего. Я ничего такого не слышал и не знаю, но, может быть, не знаю, я в свое время очень долго моя кандидатская диссертация была посвящена исследованию самостимуляции. Я изучал этот феномен совершенно с разных сторон, и на тот момент вот ничего подобного я не слышал. Может быть, какие-то провели опыты уже вот недавно, в последнее время. Я не знаю, такого я не слышал. Но мне кажется, что это байка, потому что там настолько сильный эффект позитивный, ну так считается, что позитивный возникает, что тут животные... Ну это как наркомания, знаете, вот можно как-то вот победить наркоманию? Ну да, можно, наверное, существуют какие-то, но это очень и очень сложно сделать. И, конечно, я не знаю, как сегодня лечат наркоманию, но вот социальные связи, вот принадлежность, семейные отношения, это может как-то влиять, но все-таки
несопоставимы эффекты влияния одного и другого. Ну, наверное, может быть, как-то это и можно сделать, но я ничего подобного не слышал. Ну, наверное, так. Я просто не знаю, честно вам скажу. Как, если бы это было возможно, это очень сильная мотивация нажимать на педаль, получать электричество в мозг. Это избавиться от этого, как это можно избавиться от этого? Ну, только сжечь, если эту структуру путем такого количества нажатий и получения электрических раздражений, сжигания этой структуры, если только так. А по-другому, я не знаю, они постоянно делают перерывы, конечно, делают перерывы, но обратно возвращаются, обратно, обратно занимаются самостимуляцией. Ну, вот так же, как и наркомания, наверное. Люди, которые употребляют наркотики, очень-очень трудно победить наркотики. Лучше никогда не браться за них. Это очень-очень тяжелое дело. Ну, я не знаю, вот так, наверное, Катя. Да? Все? Больше нет. Спасибо вам всем.